Приветствую всех своих зрителей, которые уже подключились к премьере ролика, и всех, кто не смог этого сделать сейчас и посмотрит его позже. Сегодня я подробно расскажу и покажу, как приготовить в домашних условиях очень вкусное и красивое блюдо. Можете назвать его холодец из курицы, а мне больше нравится вариант заливное из курицы. А холодец все же больше новогоднее и зимнее блюдо, а заливное всесезонное. Я не стал брать целую тушку курицы, хватило одной крупной грудки с косточкой и одного крупного окорочка. Мне нужно получить максимально прозрачный бульон. Что я для этого сделал? Снял шкурку с обоих кусков мяса и срезал крупные куски внутреннего жира. И тщательно помыл мясо. Посмотрим, насколько это мне поможет. Должно помочь. Заряжаю 6-литровую кастрюлю почти доверху. Для полноценного бульона кладу одну головку лука, очищенную, и одну морковку, вернее ее утолщенную часть. Лук потом я выкину, а морковка мне понадобится. Смотрите до конца и все увидите сами. После закипания воды нужно обязательно снять всю образовавшуюся пенку. Добавляю в бульон пару чайных ложек соли. Затем уменьшаю огонь до минимума, чтобы только поддерживалось кипение и бульон не убегал через край. Кроме лука и моркови, я подготовил заранее пучок зелени, петрушки, укропа и кинзы, связав их ниткой, чтобы не разлетались в бульоне лопухами. В общей сложности бульон у меня варился 3 часа. Не смейтесь, на ценнике курицы было написано, что она домашняя. За 15 минут до готовности я опустил в кастрюлю подготовленную зелень и добавил несколько горошин острого перца, а за 5 минут несколько лавровых листиков. Видите, почти за 3 часа кипения на слабом огне у меня бульон по-прежнему остается прозрачным. Значит, все сделано правильно. Достаю все из бульона. Мясо должно остыть, морковка тоже. Все остальное выбрасывается, оно отработало свою миссию в этом блюде. Выварившийся из мяса жир придал бульону золотистый цвет, но не сделал его мутным. Это важно. Досаливаю бульон по своему вкусу. Итого у меня получилось в чистом виде 3,5 литра бульона. И пока он горячий, я решил еще облагородить его вкус чесноком. Выдавил туда 4 крупных дольки через чеснокодавку и дал настояться, а заодно и немного остыть. Теперь бульон нужно обязательно процедить. Лучше всего это сделать через несколько слоев марли, но при ее отсутствии можно использовать и бумажные полотенца. Процесс идет чуть медленнее, но и тщательнее. А бумажные полотенца помогают еще и лишний жир собрать. Это же не холодец, это заливное. Следующий этап – добавление быстрорастворимого желатина. На мое количество бульона мне понадобилось 7 столовых ложек или 60 грамм этого продукта. Добавляю я его в довольно-таки горячий бульон, тщательно размешиваю, включаю огонь на самый минимум, чтобы прошел процесс набухания желатина. Когда желатин полностью растворился, снимаю кастрюлю с плиты и ставлю в прохладное место для остывания. Пока бульон остывает, готовлюсь к сборке заливного. Сварившуюся вместе с мясом морковку я нарезаю круглыми пластинами. Всю подходящую и свободную в доме тару для заливного я достал, чтобы была уже под рукой. Часть остывшего мяса я разобрал руками на мелкие кусочки. А вот дальше смотрите, что я еще подготовил для своего блюда, которым оно будет отличаться от обычного холодца. Это веточки зелени петрушки и укропа. Я буду мелкими частями класть зелень в заливное. Про морковку я вам уже сказал. Кроме этого, я подержал в горячей воде для размягчения 2 столовые ложки сушеной клюквы и взял примерно столько же консервированного зеленого горошка. Все это вместе с мясом курицы будет заправляться в заливное. Но не сразу все. А посмотрите дальше, как я это сделаю, чтобы заливное получилось красивым. Ну что ж, начинаем. Почти остывший, но еще немного теплый бульон я наливаю в формочки слоем примерно в 1 сантиметр и ставлю их в холодильник. Можно и на балкон вынести, если там холодно. В конце концов, это заливное может делаться и зимой, когда балкон очень кстати будет холодным.
В общем, надо дождаться, когда первый слой застынет. При подаче он может оказаться верхним, а может так и остаться нижним. Ну, посмотрим потом, как это получится. Теперь на застывший первый слой разбрасываю пропорционально часть ингредиентов. У моего заливного будет целых 3 слоя, поэтому надо и разделить все ингредиенты с учетом этого и с учетом количества формочек. Вот такая небольшая арифметика. Думаю, вы поняли. В какой последовательности будут укладываться ингредиенты – это дело вкуса каждого. Если чего-то не хватит, то можно добавить. Лишнее, соответственно, останется для других блюд. Кстати, из того количества мяса, что я сварил, мне для закладки в заливное понадобилось меньше половины. Из оставшегося мяса я точно сделаю какое-нибудь другое блюдо. Чего-то в этом супе не хватает. Желтого цвета. Яйцо. Именно его я сварил, пока застывал уже второй слой бульона в холодильнике. В 4 формочки одного яйца хватило. Остальным, увы, не досталось. Ну да ладно. Заканчиваю последним третьим слоем. На этом весь бульон и подготовленные ингредиенты для заливного были полностью израсходованы. Когда я буду делать заливное в следующий раз, то использую в небольшом количестве еще и цукаты экзотических фруктов. Думаю, получится еще красивее сборка и интереснее вкус заливного. Хотя в этом варианте вкус тоже получился очень насыщенным. Снятие пробы я перенес уже на следующий день. Хотелось, чтобы желатин надежно сковал всю эту цветную конструкцию в застывшем бульоне. Утром следующего дня при помощи палочки для роллов я слегка прошелся по краю формы с заливным, затем перевернул ее с содержимым на тарелку. Холодец без труда отделился и лег на одно блюдо. Вот такая аппетитная красота ожидала меня в итоге. В разрезе видны все ингредиенты. И морковь, и яйцо, и зелень, и клюква, и горошек, и, конечно же, куриное филе. А насчет вкуса вам, мои дорогие зрители, придется поверить мне на слово. С солью и перцем я отлично попал под свои предпочтения. Легкий чесночный запах сильно разогревал аппетит еще до того, как я попробовал этот холодец. Впереди православная Пасха и череда майских праздников с длинными выходными. Приготовьте себе и своим родным это блюдо, и вы не пожалеете о потраченном на него времени. Приятного всем аппетита! Благодарю всех зрителей, которые подключились и досмотрели этот ролик до конца. Делитесь ссылкой со своими друзьями, поддержите канал комментариями и лайками, если рецепт понравился. И подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. У меня еще много интересных и вкусных рецептов впереди. До новых встреч!